Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с очень дорогим и необычным деревом – агаровым деревом. Ценится оно за ароматную смолу, которую выделяет. На протяжении тысячелетий агаровое дерево было известно под названием «дерево богов». Первосортная древесина агара может стоить до $100 тысяч за килограмм, что делает его одним из самых дорогих видов сырья в мире. Но для того, чтобы это дерево приобрело такую большую ценность, агаровое дерево должно быть сначала заражено плесенью. В нашем видео мы покажем, как происходит процесс заражения, а также расскажем, для чего используется агаровое дерево и что делает его таким ценным. Aquilaria malacensis – дерево, произрастающее в тропических лесах Юго-Восточной Азии. До заражения здоровая сердцевина внутри деревьев Aquilaria бледная, без запаха и не имеет никакой ценности. Однако в дикой природе повреждение дерева внешними силами, такими как пасущиеся животные, в единичных случаях приводит к росту определенного типа грибковой инфекции внутри дерева, называемой фиалофора паразитика. Защита дерева Aquilaria от этой атаки заключается в производстве вызванной стрессом защитной темной и влажной ароматической смолы, называемой алоэ. По этой причине второе название растения – алоэное дерево. В течение нескольких лет алоэ медленно внедряется в сердцевину, придавая ценность агаровому дереву. Опытный лесоруб может посмотреть на дерево Aquilaria и сразу сказать, есть ли в нем агаровая древесина или нет. Одним из тех, кто заражает дерево, являются муравьи. Они вгрызаются в ствол дерева, нанося рану и занося в ствол дерева микроорганизмы, бактерии и споры грибков. Также муравей выделяет жидкость, которая повреждает дерево, а затем дерево использует собственный сок, чтобы покрыть раны, которые через долгое время превратятся в ценное агаровое дерево. Как только древесина агарового дерева собрана, его зараженную часть отделяют от здоровой древесины Aquilariae. В ходе кропотливой работы, которая часто занимает несколько часов, пропитанная смолой щепа, также известная как ут, вырезается вручную из дерева. Щепки уда обычно используются в качестве благовоний, особенно на Ближнем Востоке, где их сжигают в знак гостеприимства, а также сбрызгивают смолой одежду и другие предметы гардероба в качестве духов. При горении сначала наблюдается дым, а затем начинает исходить аромат. На Ближнем Востоке считают, что нет другого аромата, равного аромату агарового дерева. Аромат постепенно приобретает сладкий запах. В закрытом помещении его действие может длиться от 3 до 5 часов. Ут также перегоняют в эфирное масло. При этом в чистом виде стоимость выдержанного масла уда может стоить до $80 тысяч за литр. Недаром за это торговцы прозвали его «жидким золотом». Поскольку его популярность на Западе продолжает расти, уд стал привычным ингредиентом в нескольких дорогих ароматах, добавляя к ним теплый мускусный аромат. Процесс изготовления эфирного масла агарового дерева начинается с его транспортировки на производственную площадку. Затем при помощи пилы агаровое дерево разрезается на поленья. Дисковой пилой поленья разделываются на отдельные части. Затем работники при помощи шлифовального станка измельчают кусочки агарового дерева в мелкий порошок. Порошок агарового дерева собирают в емкости перед тем, как отправить его на перегонку. Порошок засыпают в котел и заливают водой для замачивания. Замачивание длится в течение нескольких часов. После этого котел закрывается и проверяется качество герметизации в целях безопасности.
Когда все готово, включается питание. Если говорить о системе охлаждения, то можно видеть трубу, внутри которой вода движется к конденсатору для превращения пара в жидкость. Отработанная вода уходит по этой трубе, а через 6 часов начинает выделяться эфирное масло агарового дерева. Через 9 часов начинает поступать дистиллированная вода. Как видим, для получения эфирного масла агарового дерева требуется очень много процедур, а самого масла на выходе получается очень мало, так что добыть его оказывается очень нелегко. Беспорядочная вырубка агарового дерева в естественных местах обитания серьезно затруднила возобновление деревьев аквиларии естественным путем, тем самым угрожая выживанию этого вида в дикой природе. Из-за неустойчивого производства и браконьерства все разновидности деревьев аквилария в настоящее время классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, и по оценкам экспертов его мировая популяция сократилась на 80% за последние 150 лет. Даже у выживших деревьев аквиларии частота естественной грибковой инфекции крайне низка. По некоторым оценкам, только 2% диких деревьев аквилария достаточно заражены, чтобы производить агаровое дерево естественным путем, а это означает, что добыча натурального агарового дерева чрезвычайно трудна. Обычно группа из 5-10 человек отправляется в лес на 15-20 дней, чтобы найти агаровое дерево. Но зачастую они возвращаются ни с чем, так как не могут ничего найти. К тому же поиск связан с опасностями. Это ливни, вызывающие сели в горах, дикие животные и опасные насекомые. Бывают случаи гибели людей в лесу. Во многих странах в лесу больше не осталось агарового дерева, люди просто истребили его. Леса, в которых еще сохранились дикие агаровые деревья, продолжают вырубаться нелегальными охотниками за агаровым деревом. Украденную древесину они продают на ненасытном черном рынке. Это и понятно, ведь продажа агарового дерева является самым прибыльным делом. Существует подпольный рынок и тайная торговля, по которой нет достоверных данных. На Филиппинах, например, периодически происходят задержания браконьеров агарового дерева, но это не решает проблему. Считается, что нелегальные лесозаготовители являются всего лишь передним краем криминальных синдикатов, которые снабжают активный черный рынок агарового дерева. Нелегальные сделки уже давно превышают открытые продажи. И это неудивительно, учитывая, что килограмм агарового дерева может стоить около 13 тысяч долларов, а древесина высшего сорта продается по цене более 120 тысяч долларов за килограмм. Скульптуры и браслеты, сделанные из дерева высокого качества, известного как тонущее качество, потому что оно слишком плотное, чтобы плавать, оцениваются примерно в 1 миллион долларов. Большая часть щепы агарового дерева поступает в страны Персидского залива, особенно Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Здесь агаровое дерево продается за баснословную цену. Например, этот йеменский продавец натурального агарового дерева может купить роскошный дом за месяц торговли. Аромат дерева создает ощущение комфорта и счастья для клиентов, располагает их к совершению покупки. Вот почему в арабских странах агар широко сжигают в магазинах, торгующих различными вещами и продуктами. По мнению продавцов, сжигание агарового дерева способно предотвратить действие черной магии, посланной, чтобы обрушить бизнес. Чтобы удовлетворить высокий рыночный спрос и при этом защитить вид от исчезновения, в азиатских странах были созданы массовые плантации деревьев аквилария. Это позволяет обеспечить устойчивое производство агаровой древесины. Поскольку формирование агаровой древесины в естественной среде представляет собой очень длительный процесс, который может занимать от 10 лет и более, особое внимание уделяется разработке эффективной технологии индукции.
Она крайне важна, поскольку обеспечивает стабильность урожая агаровой древесины из одомашненных деревьев аквиларии. В естественных условиях образование агарового дерева часто связано с физическим повреждением деревьев аквилария, вызванным ударом молнии, выпасом скота, нашествием вредителей и болезней. И многие традиционные методы индукции, такие как забивание гвоздей, прокалывание отверстий, сжигание, ломание ствола и удаление коры, используют концепцию физического ранения деревьев. Но эти методы индукции обычно приводят к низкому качеству и неопределенному выходу агарового дерева. Было обнаружено, что многие чистые культуры штаммов грибов, выделенных из натурального агарового дерева, являются эффективными биологическими агентами, вызывающими образование агарового дерева у здоровых деревьев аквилария. Сегодня методы индукции постепенно перешли от простого механического ранения к преднамеренному ранению в сочетании с применением биологического инокулята. Поэтому, например, во многих лесных хозяйствах Вьетнама деревья искусственно инокулируют микробным соединением, чтобы получить ценнейшую смолу. Метод грибковой инокуляции – это новый усовершенствованный метод повреждения, который позволяет организовать производство натурального агарового дерева с наименьшими затратами времени. Опытные квалифицированные специалисты выбирают специальные места для повреждения ствола, чтобы обеспечить пространство для циркуляции воздуха. В стволе агарового дерева просверливается от 50 до 100 отверстий глубиной не более 10 см на расстоянии 5-7 см друг от друга. В специальных емкостях находятся жидкие штаммы грибов, которые разработаны и внедряются экспертами по агаровому дереву. Жидкостью заполняют дренажные мешки, которые затем подвешивают на агаровые деревья для инъекции внутрь ствола. Количество дренажных мешков зависит от высоты и диаметра дерева. Грибы вводятся в просверленные отверстия, чтобы стимулировать естественную выработку ценной смолы. Наилучший результат достигается при использовании грибов, собранных с других агаровых деревьев. Производство смолы агарового дерева занимает от 24 до 36 месяцев после введения инъекций грибов. Такое дерево продолжает оставаться живым. Зараженные деревья аквилария растут намного медленнее, чем здоровые, не пораженные болезнью деревья. Со временем, когда смола проникает в сердцевину дерева, она изменит цвет с бледного на темно-коричневый или черный, а ее аромат усилится. Эффективное заражение дерева можно наблюдать через 5 лет. Выглядит это так. А через 8 лет вид у дерева такой. Через 11 лет количество смолы увеличивается еще больше. Несмотря на то, что натуральный агар встречается редко, большинство людей предпочитают использовать именно его. Но правда заключается в том, что качество искусственного агарового дерева не обязательно должно уступать натуральному. И все же цена на натуральное агаровое дерево очень высока. Она может быть в 100 раз выше, чем у искусственного агарового дерева. Это происходит потому, что дефицит натурального агарового дерева позволяет торговцам устанавливать за него любую цену. Конечно, искусственный агар – это продукт, созданный руками человека, поэтому и цены на него гораздо ниже. Агаровое дерево было описано как ароматный продукт богатства и роскоши в одном из древнейших письменных текстов мира – санскритских ведах, датируемых 1400 годом до нашей эры. Аромат, производимый агаровым деревом, на протяжении всей истории высоко ценился во многих культурах и религиях. В Нирвана-сутре алоэ упоминается как райское дерево, используемое при кремации Будды. В Новом Завете тело Иисуса было помазано смесью смирны и алоэ после его распятия. А в хадисе Сахих аль-Бухари описание рая посланником Аллаха включает сжигание агарового дерева в качестве благовоний. Мировой рынок агарового дерева оценивается в ошеломляющие $32 миллиарда. Но там, где ут когда-то был так распространен, высокий спрос не только увеличил цену, но и увеличил скорость сбора урожая и искусственного производства. Ожидается, что к концу 2029 года рынок удвоится до $64 миллиардов.
На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!